Вот, всем привет, друзья. Вот такой свист стал появляться по утрам. Вот такой свист. Вот хочу проверить ролики. Сейчас сначала смажу. Вот, взял вот кисточку со спиртом. Вот этот попробую ремень помазать. Если сейчас свист перестанет, значит... Ну, свист не перестал, значит это не ремень. Вот этот короткий ремень проверить хотел. Вот прям буквально минуту он свистит, а потом все проходит. Вот, уже проходит. Но этот свист такой был с самого начала покупки автомобиля. По утрам подсвистывал чуть-чуть, и потом все проходило. Вот ровно минуту. Ну вот сейчас попробую добраться вот до обгонной муфты на генераторе, посмотреть ролик. То есть саму муфту. Она должна крутиться в одну сторону, а вторую в холостую. И сами ролики. Ну, чтобы добраться до этих роликов, сейчас вот снимаю колесо, снимаю там фартук, пыльник, кто как называет. Ну и, в общем, смотреть сейчас все покажу, будет всем интересно. Вот снял колесо, значит, смотрим. Вот такой стоит пыльник. Вот сейчас надо его снять, пластиковый пыльник с правой стороны. Откручу вот этот болт, гаечку, вот эту гаечку. Ну и там внизу, там две гаечки. Крутить и будем добираться до ремня генератора. Вот сейчас сниму этот ремень генератора и буду прокручивать ролики, муфту обгонную генератора. И посмотрю, как они ролик крутятся. Может быть, это просто сам ремень. Потому что с нуля он как бы свистел, подсвистывал это холодное, но чуть меньше. Сейчас стало больше. Потому что еще когда машина стоит в гараже, то с такого свиста нет. Просто хочу показать это видео для вас. И для себя убедиться, так ли это или нет. Ну, чтобы и вы были в курсе дела. Так что видео смотрите до конца. Вот. Ставьте лайки обязательно, потому что это все будет интересно. Ну, чтобы снять вот этот пыльник, вот открутил здесь вот две гаечки ключом на 10. И пришлось снять, не снять, а вот здесь открутить 3 саморезика, вот таких вот. Подкрыло, которые держат. Здесь вот раз, там вот 2, и вот здесь вот 3. И вот сюда я его завернул, потому что сейчас надо этот пыльник обязательно снимать, чтобы добраться до этих ремней. Вот здесь такая еще гаечка, и там дальше. Ну и сейчас придется еще защиту. Вот эту защиту, вот эту сторону делаю без ямы. Вот эту защиту сейчас откручу, на вот эта сторона немножко вниз опустится защита, и сниму вот этот вот пыльник. Потому что так неудобно будет добраться вот до этих вот ремней. Вот они. То есть он мешает этот пыльник оттягивать, а сейчас может он лопнуть. Не надо. Вот надо все просмотреть, как все это будет выглядеть. Ну и вы смотрите дальше. Вот снял вот такой пыльник. Вот он стоял. Значит, укрепление. Вот здесь одна, ключ на 10. Здесь вот гаечка, ключ на 10. Так, потом снизу. Здесь вот ключ на 10 гаечка, а тут болтик стоит. Вот тут болтик. И все, он снимается. Я сейчас защиту немножко вот так вниз оттянул и вытащил ее. И вот у нас стала доступна вся вот эта вся система. Вот. Но чтобы нам сейчас ослабить ремень, нам понадобится ключ. Головка на 19. Так, головка на 19. Вот такая вот.
Так вот. 12-гранный ключ, чтобы ослабить натяжной ролик. Сейчас я как-нибудь тут изловчусь, чтобы все это показать. Так, вот вставляем, вот такая здесь как бы сделана. Вот это вот, чтобы можно было ослабить. То, что ролик стоит самоподтягивающий. А вот эта звездочка стоит, чтобы можно было ослабить и снять ремень. Но перед тем, как снимать ремень, нужно зарисовать, как он стоит, чтобы потом не путаться. Ну, сейчас я вот так вот покажу вам, как он ослабляется. Значит, жмем против часовой стрелки. И вот ремень, видите, он ослабляется. Вот. Сейчас еще раз. Вот. Не особо сильно, конечно, жму, но сейчас спокойно можно будет снять вот с того шкива ремень. Вот сейчас я возьму листок бумаги и карандаш, зарисую, как он стоит, чтобы там проблем не было. Вот. Чтобы при установке. И потом покручу вот этот ролик, как крутится. Потом вот этот вот ролик еще стоит. Так вот неудобно. Вот этот ролик. И сама обгонная муфта. И если ролики крутятся хорошо, без всяких усилий, трудностей, то, значит, я буду грешить, что это ремень. Ну все, смотрим дальше до конца видео. Все будет интересно. Дальше. Так, ну вот зарисовал, значит, я такую схему, как идет, проходит ремень. Вот, генератор. Потому что сейчас мы вот этот ролик, если будем ослаблять, вот, снимем сейчас с генератора, скинем. И он весь этот ремень снимется, кроме здесь вот, где стоит помпа. Вот этот гидроусилитель, здесь вот короткий ремень я пунктиром пометил. Вот. Где стоит помпа, он не снимется, потому что надо гидроусилитель, а тут откручивать болты, его немножко в сторону тягивать, чтобы снять полностью. Ну, одним словом, сейчас проверю, как компрессор крутится, как вот этот ролик крутится, вот этот ролик и муфта генератора. Ну, вот кому, я думаю, пригодится вот эта схемка небольшая. Кому нужно перерисовать, поставьте на паузу, перерисовывайте. Вот. Вот это я обозначил, значит, ролик натяжной. Вот это ролик обводной. Генератор, коленвал, шкив коленвала, компрессор, помпа и гидроусилитель. Ну вот с этим, я думаю, все будет как понятно. Так, ну и значит, сейчас вот еще раз покажу. Все тут, это, как он проходит. Ну, вот сейчас буду снимать. Ремень, как скажешь, еще там добрый. Ничего с ним не случилось. Но ремни бывает свистят из-за того, что на заводе мало каучука добавили. Вот была приора, я вот поэтому говорю, мало каучука. И поэтому ремни начинают свистеть прямо с нуля. Так, ну все. Смотрим дальше. Так, ну вот, значит, вставляю ключ 12-гранный на 19. Вот в этот такой отлив, сделанный специально. То, что натяжной ролик откручивается вот этот болт, а этот отлив, чтобы ослабить ремень. Вот сейчас, наверное, ни одному не получится прям снять, показать вам. Вот смотрите. Еще раз показываю. Значит, против часовой стрелки я вот на себя жму, и ремень ослабляется. Видите, вот? Вот я сейчас... Вот, значит, сейчас мне надо другой рукой перехватиться. Я сейчас перехвачусь и сниму этот ремень. Все гениально просто. Вот, против часовой стрелки вниз. Так, вот сейчас, значит, снял ремень. Но совсем его снять не удастся, потому что там мешает гидроусилитель. Надо ремень снимать. Ну и это не обязательно. Вот я, значит, проверил вот этот вот. Самое главное, меня беспокоила вот эта муфта. Вот она должна в одну сторону крутиться, в другую нет. Ну вот так вот не ощутишь. А вот я вставляю здесь карандаш обратной стороной. И вот так вот. Вот она, видите, там
Я куда я вставил, там стоят лепестки. Такие лепестки, которые стопорят ротор. И вот я кручу. Вот он крутится в эту сторону. Но, конечно, немножко туговато он крутится. А вот в другую сторону все, клин. Вот по часовой стрелке. Против часовой стрелки он крутится. Обгонная муфта. Ну, может быть, так должно быть. Так, нормально. Теперь, значит, дальше вот этот вот ролик. Вот этот ролик вот. Тоже слушайте. Никаких шумов нет. Вот этот ролик самый натягивающий. Вот этот вот ролик тоже. Видите? Там еще смазки, наверное, полно. Он не шуршит. Тихо работает. И кондиционер. Вот слушайте. Подшипник. Ну, все работает прекрасно. Вот это водяной насос, помпа. Не знаю, видно, не видно. Тоже крутится хорошо. Скорее всего, ремень. Ну, сейчас я вам покажу еще, что я нашел в ремне. Вот такие вот блестки. Какая-то стружка металлическая. Вот, может быть, она подсвистывает на шкивах. Вот еще одна стружка вот блестит. Наверное, не видно. Ну, сейчас я вам поближе покажу. Вот еще увидел в ремне. Сейчас взял такую большую иголку. Не знаю, видно, не видно. Вот здесь какая-то вот непонятно, что там такое есть. Какая-то вот грязь забита. Как будто какая-то стружка. Вот может тоже это подсвистывать. Вот здесь в ручье прям такая какая-то как борозда какая-то вот набитая. Сейчас эту иголку проскоблю. О. Типа что-то битум какой-то. Вот так-то ручьи тоже надо все прочистить. Так вот еще. Видите. Нет, плохо видно. Так, ну одним словом, я диагностику ремня провел. Все ролики считаю, что в исправном состоянии. Ну и сейчас все протру чистым бензином. Все вот эти шкивы. Сейчас просмотрю все ручьи. Может быть, в каких-то ручьях еще этот битум остался. В общем, в ремне в некоторых местах попадаются куски битума и какие-то блестки. Вот плохо видно, конечно. Вот. Какие-то как стружка какая-то металлическая. То ли с дороги это все летело. Так, сейчас я попробую. Вот такие вот, видите, вот такая-то какая-то блестки такие вот в крапинку. Вот иголкой толстая. Я их сейчас весь ремень просмотрю и все проскоблю. Все шкивы почищу. Вот, все шкивы почищу. Ну и результат. Все соберу опять в обратной последовательности. Ну и результат тогда короткий. Вам скажу обязательно в следующем видео. Ну, может быть, через пару дней. Посмотрю, как утром будет заводиться. Еще видео сниму и обязательно покажу, что вы знали. Я думаю, что это видео заслужило лайки. Потому что вот старался очень сильно, все разбирал. Вот. Спасибо всем тем, кто смотрел канал. Этот ролик. Кто смотрит мой канал. Всем желаю здоровья, удачи, успехов во всем. До свидания. Но видео за мной по свисту ремня через пару-тройку дней выйдет видео. Так что смотрите, подписывайтесь на канал. Много будет интересного. До свидания.